Весенний сезон близится к своему завершению, а значит пришла пора подобрать для себя тайтлы летнего сезона. Лето для аниме всегда жаркое, и это лето не стало исключением. Оно жаркое в прямом смысле слова, как в плане новых аниме, так и в обилии долгожданных продолжений. Усаживайтесь поудобнее и подберите аниме себе по душе. Спустя целых 9 лет нас решили порадовать вторым сезоном Хатараку Мао-сама. Пусть аниме сменило студию с White Fox на 3 Гц, старичков от просмотра это не остановит. Премьера продолжения состоится 14 июля. Ждуны продолжения Оверлорда в весеннем сезоне скоротали время за просмотром Рыцаря Скелета, но теперь могут смело усаживаться к просмотру 4-го сезона Повелителя с 4 июля. Опенинг к новому сезону вновь исполнят OXT, а эндинг споет Маю Мэйшима. 2 продолжения уже есть, а значит нужно разбавить это новинкой, такой как Йофукаши но Ута от автора магазинчика сладостей. Расскажет он о пареньке, что в свои 14 так задолбался от дневной жизни, что страдает от бессонницы и начинает шататься по ночным улицам. В один из таких загулов он встречает странную девчушку, а она... вампир? Запустят аниме 7 июля. Следующая новинка в списке – Исэкай Оджи-сан. История о мутном мужичке, который провалялся в коме 17 лет после того, как его сбил грузовик. Очнувшись, тот поведал племяннику, что был в ином мире, доказал это и даже начал с ним зарабатывать при помощи магии. Снимают на студии Atelier Pondark. Стартует 6 июля. Также из новенького романтическая комедия Сайкин Ятотта Мэйд га Аяси. История о кокетливой горничной, что прислуживает юному мастеру, пытаясь скрыть натуру невинной девы под фасадом из подколов и небылиц. Ждите аниме от Silverlink и Blade 23 июля. Возвращаясь к продолжениям, 6 июля запустят второй сезон, созданный в бездне. Прозвали его «Золотой город сияющего солнца». На сей раз герои попадут в невозвратный город на 6-м уровне. Снимают сиквел прежним составом. Для многих долгожданная премьера продолжения второго сезона «Добро пожаловать в класс превосходства» состоится 4 июля. И не будем забывать, что в 2023 обещают еще и 3-й сезон. 7 июля запустят сериал «Сородемо Юмова Йосетекуру» от автора «Мастер дразнилок» Такаги. На сей раз сюжет закрутится вокруг 2 школьников из клуба игры в шоге, помешанной на игре девушки, и парня, который тайно влюблен в нее. Фанаты Доктора Стоуна 10 июля могут насладиться часовым спецэпизодом про Рюсуя. Серия свяжет события 2 и 3 сезона, которые запустят в 2023. Новенький Исэкай по мотивам ранобэ Исэкай Мейкю де Харем Во запустят 6 июля. В основу его ляжет одноименное ранобэ о суициднике, который перед смертью наткнулся на странный сайт и был импортирован в собственный Исэкай, где, недолго думая, начал выстраивать межвидовый гарем из спасенных рабынь. Сериал будет иметь 3 версии. Версия для ТВ-трансляции с цензурой видео и аудио. Гаремная версия, тут зацензурят только видеоряд. И то, что нужно всем. Супер гаремная версия без цензуры. Снимают проект на студии Passion. Не уходя далеко от Исэкая, на 2 дня раньше запустит сериал по ранобэ Тенсей Кенджа но Исэкай Райф. Сказка об отстрелянном синем воротничке, которого гоняли на работе и в хвост и в гриву, пока одним прекрасным вечером родной компьютер не сообщил ему, что тот призван в иной мир. Багулина, подумал парень, и тут же оказался посреди странного леса, где случайно наприручал кучу слаймов, набрался имбовых скиллов и отправился искать приключений на 5-ю точку. 8 июля выйдет аниме под названием Хошино Самидара. Сказка о простом японском студенте, который как-то раз нашел у себя в комнате говорящую ящерицу. И мигом оказался избранным, что обязан найти принцессу и спасти землю от громадного бисквитного молота, кой расколет ее надвое. Заниматься такой безумной ерундой ему не хотелось, но принцессой совершенно внезапно оказалась его соседка и по традиции завертелась. Следующая новинка, Kinso Overmail, расскажет о немощном студенте, который едва не остался на 2-й год в Академии магии, потому что не смог призвать фамильяра. Но, как и полагается, нашел загадочный фолиант, который тут же ему призвал горячую демоницу с комплексом похабной старшей сестренки. Оценить это аниме от студии Staple Entertainment сможем 5 июля. Еще один ромком в копилку летнего сезона Мамахаха но Цурыгога Мото Кано Датта.
Расскажет об одной незадачливой парочке, что влюбилась во времена средней школы. Повстречались, надоели друг другу до чертиков и разошлись, чтобы годы спустя по воле родителей оказаться сводным братом и сестрой. Снимают Project 9, запустят 6 июля. А вот и еще один исэкайчик, на этот раз Паранобэ Исэкай Якёку, и поведает историю опытного фармацевта, который так заработался, что загнал себя в могилу и переродился в средневековой Европе с поправкой на магию. Тут он так резво начал применять былые познания, что их едва не нарекли ересью. Но паренек пробился и открыл аптеку, стараясь помочь простому люду. Премьера 10 июля. Думали исэкаи все? А вот них... На очереди у нас Куроно Шоканси. Сказка о контуженном парне, который однажды просто очухался в ином мире с игровой механикой. Ни шмота, ни воспоминаний, ни малейшей догадки, где он. Зато полны-полно крутых скиллов и первоклассный дар призывателя. Снимают аниме на студии Satellite. Стартует он 9 июля. Студия A1 Pictures подготовила на лето оригинальное аниме Engage Kiss. Развернется оно на далеком искусственном острове, что существует вне других стран и законов. Источников энергии в таких условиях не хватало, и в поиске их жители внезапно накликали на себя злобных демонов. Воевать с ними будут отдельные частные организации, одной из которых рулит наш герой – Шу. Сам по себе парень раздолбай, но его по традиции прикрывает демон-милодева по имени Кисара, барышня на все руки. А еще в уравнении имеется высокопоставленная суперэлитная бывшая, которую зовут Аяна. Премьера состоится 2 июля. Еще одно оригинальное аниме представит студия Джена под названием Бучигире, и развернется он в Киото времен самураев, где местные шинсенгуми были уничтожены загадочным противником, а на замену тайно понабрали 7 сильнейших бойцов из местного криминалитета. Премьера 8 июля. Также в июле выйдет аниме-сериал по манге Кумичо Мусуми Тосева Гакари от студии Phil и Gainax. Душещипательная история о лютом якудза, который так жестко разбирал конкурентов, что его прозвали демоном Сакураги. Но мужика пора научить ответственности, и для этого босс вверил ему заботу о любимой дочурке. 3 июля от студии Кей и Бибори выйдет новое аниме Prima Doll и поведает о популярной городской кафешке, где трудятся автоматизированные девочки, что некогда были созданы как орудия времен масштабной войны, но в мирных реалиях нашли себе уютное пристанище. Пришел черед идолов, так что по манге Камикузу Idol выйдет 1 июля аниме и расскажет о ленивом айдоле. Парень всю жизнь думал, что работа артиста – плевое дело, потому и пошел туда, чтобы не напрягаться. А тут и пой, и танцуй, и с фанатами общайся, в общем, сплошная работа. Но все меняется после одного унылого концертика, когда за кулисами парень внезапно встречает взрывную девчушку, что жизнь готова положить за сцену. Но есть одно но. Жизни-то у нее как раз и нет. Она умерла и теперь обтирает подсценки в виде призраков в поисках нужной тушки. 6 июля от Leiden Films выйдет сериал по мобильной игре Warao Ars Notoria. По сюжету игрок теряет память и загадочным образом попадает в особую академию, которая сокрыта от глаз простых смертных. Тут юные девы, зовущиеся пентаграммами, учатся, как стать достойными леди. По странному стечению обстоятельств игрока закрепляет за ними как учителя, а в итоге он выясняет, что школа благородных девиц лишь прикрытие для обучения боевых принцесс, которые бросят вызов неким рыцарям. Со 2 июля вас ждет сериал по мотивам Утавары Ромона Mask of Truth. Снимают White Fox, обещают 28 эпизодов. Также копилку продолжений пополнен. Второй сезон аниме Канаджа Окарисимас выйдет 1 июля. Второй сезон Shadow House, премьера его состоится 8 июля. Продолжение аниме-сериала Ориент запустят 11 июля. А вот 4-й сезон Данмачи начнет трансляцию 22 июля. На этом мы и завершим. Спасибо за просмотр, до скорых встреч и смотрите только лучшее аниме.